Привет! С вами Каска. В этом ролике вы узнаете, как можно повысить FPS в Stray, а также избавиться от лагов и фризов. Несмотря на то, что настроечек в игре очень мало, буквально 4 параметра, но тем не менее о них тебе все-таки нужно знать. Но перед этим я тебя спрошу, ты знаешь, что такое калибр? Не то, что у тебя в штанах, а в разы больше. Калибр — это бесплатный онлайн-шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как PvE миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Залетаем в игру, нажимаем настройки, переходим на графика, ставим галочку на полный экран, разрешение по соотношению к твоему монитору. Если система у тебя очень и очень слабая, но есть большое желание поиграть, тогда можешь поставить 1280 на 720, либо же любое другое разрешение, которое тебе больше понравится. Шкала разрешения. Снова же, если ПК у тебя очень слабый, можешь поставить от 70 до 90. Смотри в этом вот диапазоне. Для всех остальных оставляем по дефолту на 100%. Повышать выше можно, но не нужно, потому что твоя видеокарта будет больше нагружаться, собственно будет более высокая температура. Это по крайней мере в моем случае. Как у тебя, я хз, можешь в принципе потестировать, но будь внимателен, кушает очень много FPS. Максимальная частота кадров. Для такой игры я рекомендую ставить все-таки 60. Видюшка не будет лишний раз перегреваться и так далее. Вертикальная синхронизация. В принципе то же самое. По желанию включаем либо отключаем. Размытость движений. На FPS никак не влияет. Можешь отключить, можешь включить, настроить под себя. Резкость, то же самое. Качество эффектов. Если делать сравнение между низкое и высокое, забирает около 40-50 кадров. Но разница между низкой и средней около 5-10. Поэтому для большинства систем рекомендую ставить среднее. Качество теней. В моем случае на моей видеокарте на FPS никак не влияет. Ставим высокое. Качество текстур. На FPS тоже никак не влияет, поэтому я оставляю на высокое. Ну и качество сетки плюс-минус там 5-10 кадров, поэтому можно ставить либо среднее, либо высокое. Если система у тебя очень слабая, ставишь низкая, тени низкая, сетка низкая, но текстуры уже попробуй хотя бы поставить на среднее, может будет более-менее как, ну чтобы хотя бы картинка была нормальная. Нажимаем Escape и применяем наши все эти изменения. Если ты подписчик моего канала, тогда все эти настроечки с виндой можешь спокойно пропускать. Ничего нового здесь я не расскажу. Это больше подходит для новичков, которые, так сказать, мимолетно залетели. После того, как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки: приложение MSI Util V3 и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, нажимаем Ctrl+V и Enter. Закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если у тебя игра в Steam, открываешь Steam, библиотека. Так как у меня не лицензия пиратка, я покажу пример. Допустим, это Stray, нажимаем PKM, свойства, на вкладке общее выбираем галочку с игровой кинотеатр, переходим на локальные файлы и нажимаем обзор. И если у тебя пиратка, находишь приложение с игрой, в моем случае оно на рабочем столе, далее PKM, расположение файла, и здесь у нас есть приложение Stray, нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования, нажимаем ОК, применить и ОК. Теперь нам нужно скопировать путь к самому приложению. Нажимаем PKM, копировать, далее поиск, пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Если вдруг у тебя начались проблемы с игрой, тогда рекомендую отключить аппаратное ускорение. Мы же нажимаем обзор, вставляем наш путь
путь, приложение Stray, добавить, далее параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Нажимаем ПКМ на пуск, диспетчер устройств, опускаемся немножко вниз, находим системные устройства. Здесь у нас есть высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и выбираем отключить это устройство. В очередной раз нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он у тебя, конечно же, есть. Если его нет, тогда пропускаешь этот пункт. Нажимаем настройки, создание клипов и обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Далее закрыть и закрыть. Теперь мы сделаем быстренькую настроечку твоей видеокарты. Если у тебя видеокарта от Nvidia, нажимаешь ПКМ на рабочем столе, далее панель управления Nvidia, переходим на регулировка настройки изображения, мы ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть ползунок влево. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь нас интересует несколько настроек. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затенение фонового освещения. Ставишь производительность либо качество. Частота обновления твоего экрана. Высшая, доступная. Размер кэша шейдеров. По умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Выключаем. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Теперь мы опускаемся в самый низ. Находим фильтрация текстур качества, мы выбираем либо качество, либо же производительность и нажимаем применить. Переходим на настройки Surround. Нас интересует это настройки Physics. Если у тебя видеокарта мощнее, чем процессор, тогда выбираешь видеокарту и снова же нажимаешь применить. Если же ты хочешь сделать настроечку отдельно для игры, чтобы это не касалось всех остальных игр, тогда переходим на программные настройки. Здесь мы нажимаем добавить, обзор, папка Stray и приложение Stray. Открыть. Ну и здесь делаем в принципе то же самое, что мы делали и на глобальных параметрах. Единственное, что на глобальных параметрах ты можешь сделать все под оптимизацию, а допустим для одиночных игр, такие как Stray и так далее, ты можешь делать картинку чисто на качество. Потому что FPS у тебя будет скорее всего больше 60, а улучшить картинку в принципе не помешает. Ну и плюс это все-таки не онлайн игра, поэтому. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архив, настройка видеокарты, папка AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. То есть какие функции включить и какие функции отключить. Возвращаемся назад к нашему архиву, находим приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, запуск от имени администратора, да, находим нашу видеокарту, MSI, ставим галочку, далее приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. И просто закрываем. Ну и мое самое любимое, этот вики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Многим бустит от 7 до 15 кадров. Нажимаем PKM слияние, Game DVR 2, PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LCM, либо через Enter. То есть запускаешь как обычное приложение. Нажимаешь да и ОК. Отключаешь систему PKM слияния, сетевой тротлинг PKM слияния и системный приоритет тоже PKM и слияние. Если вдруг ты забыл сделать бэкап, заходишь по ссылке в описании в мой Discord сервер. Здесь у нас есть комнатка оптимизация, нажимаешь закрепленные сообщения и вот у нас есть бэкап файлов реестра. То есть то же самое, нажимаешь PKM слияние и так далее. Да-да-да, это байт на мой Discord сервер. Теперь мы нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. Записи. Все, что здесь у вас будет, мы все это отключаем. Переходим на Xbox Game Bar и тоже его обязательно отключаем, если ты им, конечно же, не пользуешься. Далее, главное, конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно подключать это Xbox и Xbox Game Bar. Ну и по желанию можешь отключить все остальные фоновые приложения, которые в принципе тебе не нужны. Либо те, которые ты не используешь. Или используешь, но редко. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!